Всем привет! Сегодня хочу рассказать про спутниковый ресивер Amico Ella. В комплект поставки входит блок питания, непосредственно сам ресивер, дистанционное управление и две батарейки. Ресивер позволяет принимать спутниковые сигналы ДВБ-С, а также ДВБ-С2. Кроме этого, имеется возможность проигрывать видеофайлы МКВ, AVI, MPEG, MPEG-4, WOP, MP3 и другие. На передней панели ресивера кнопка включения-выключения питания, кнопка переключения каналов и один разъем USB. На боковых панелях ресивера ничего нет, и на задней панели мы видим разъем для подключения спутниковой антенны LNB-IN, разъем для подключения телевизора HDMI. Также имеется возможность подключения по разъему SCART. Телевизоров, в которых имеется только разъем SCART, в основном это старые марки телевизоров, можно подключить непосредственно к этому разъему данный ресивер. И разъем для подключения питания, блок питания 12 вольт 1 ампер. Также на передней панели имеется индикатор. При включении ресивера вы будете видеть номер канала. Далее перейдем к настройке каналов и обзору работы ресивера Amico Ella FTA. Включаем ресивер. У меня уже выставлены кое-какие установки. И давайте рассмотрим. Меню состоит из 6 пунктов. При нажатии на любой из пунктов будет раскрываться следующие пункты меню. Сразу зайдем в пункт меню «Система». Здесь у нас несколько пунктов. Первый из которых язык. Язык вы можете выставить тот, который вам необходим. Выбор довольно большой. Я остановлюсь на английском. Далее у нас язык аудио первый, второй язык аудио, звуковой выход, выбор языка программы передач, субтитры и телетекст. То есть выставляете языки, которые вам необходимы. Далее нажимаем кнопку меню на пульте управления, сохраняются установки и переходим в следующий пункт «Выход видео». Здесь можно поставить или автоматический выбор, в зависимости от вашего приемника телевизионного, или непосредственно 576i. Разрешение. Также имеется возможность или выбрать автомат, или выбрать определенное разрешение. Соответственно, выход аудио. Далее можем выставить прозрачность меню. Я выключаю, и у меня полностью меню закрывает телевизионную картинку. Также вы можете изменить яркость, контрастность и насыщенность. Здесь меняются параметры от 0 до 20. Изначально по умолчанию выставлен уровень 10. Вы можете изменить так, как вам будет угодно. Любое изменение вы будете видеть на экране. Выходим отсюда, нажав клавишу меню. Далее в этом меню идут установки сети. Их рассмотрим немного позже. Установки времени. Здесь вы можете изменить время так, как вам удобно, использовать тот часовой пояс, в котором вы находитесь, и пользоваться временем, которое будет показываться на экране вашего телевизора. Таймер. Таймер позволяет вам записывать определенный канал в определенное время, выбрать этот канал, выбрать время, в течение которого будет записываться данная передача. Для того, чтобы пользоваться этими возможностями, режим таймер мода вы должны включить. Или это ежедневный, еженедельный, ежемесячный режим, или просто выключен. Или включение один раз на запись определенного канала. Мы видим здесь запись ТВ, сообщение, которое будет выводиться на экран, радиоканал, телевизионный канал. То есть вы можете как в определенное время включить канал, и он автоматом будет у вас показан, или же включить запись радио или телевидения также в определенное время определенного канала и определенное количество времени. Выходим отсюда. Далее у нас стандартные функции родительский контроль. По умолчанию нули. Здесь вы можете закрыть меню, закрыть определенные каналы, используя ваш код. Дополнительные установки позволяют выводить на экран каналы в один ряд, в два или в три ряда. Субтитры или включать, или не включать. Автоматическое выключение ресивера от 30 минут до 3 часов можно выставить автоматическое выключение ресивера. Или просто
выключить этот параметр. Также определиться по кнопке отключения ресивера, будет ресивер полностью отключаться от сети или будет находиться в режиме стендбай, то есть небольшое потребление электроэнергии, но при включении он будет включаться моментально. Время показа на экране меню канала и где будет находиться меню канала. Или это в нижней части экрана, или в верхней. Но далее два пункта у меня выключены, и они в принципе не используются. Дальше нажимаем клавишу меню на пульте управления и выходим отсюда. Данные, которые мы выставили, сохраняются. Программное обеспечение. Заложена возможность обновления как по HTTP, так и по FTP. Но ни один из этих двух пунктов не работает. Обновиться можно только используя USB. Установки по умолчанию позволяют вам удалить все каналы, вернуться к установкам по умолчанию или ваши текущие установки сделать как установками по умолчанию, записать их на флешку и в последующем использовать. Также выходим отсюда. Перейдем в пункт «Информация». Здесь мы видим, что версия программная 1.2.28. Выходим отсюда и далее рассмотрим пункт установки. При первоначальном включении нам необходимо подключиться к нашей спутниковой антенне и выставить параметры для просмотра телевизионных каналов. Имеется автоустановка и помощь для установки спутниковой тарелки. Здесь необходимо ввести данные параметры той местности, в которой вы находитесь, и вам будет показано азимут и угол, на который вам необходимо развернуть вашу спутниковую тарелку. Автоматическая инсталляция позволяет выставить параметры вашего ресивера в соответствии с вашей спутниковой антенной. Не пользуюсь этим, потому что немного долго и не всегда правильно. Я перехожу в пункт «Установка антенны». Здесь выбираю тот спутник, на который у меня настроена спутниковая тарелка. В данном случае это Hotbird. Далее выбираю тип LNB. Здесь имеется возможность выбрать различные типы LNB в зависимости от того, какой спутник вы смотрите. В данном случае это Hotbird, диапазон Q, соответственно LNB универсальная. Далее выбираю транспондер. Если вы, конечно, знаете, желательно выбрать тот транспондер, который в вашей местности принимается и на котором имеются каналы, для того, чтобы вы сразу могли понять, выставлены у вас правильно параметры или нет. Об этом мы можем судить по качеству и уровню принимаемого сигнала. Если у нас имеется желтая и зеленая полоски, соответственно, на экране, значит настроена спутниковая тарелка правильно и параметры выставлены правильно. DISIC 1.0. Если вы используете прием с нескольких спутников, соответственно, у вас имеется переключатель DISIC, и вам необходимо выставить номер этого переключателя. Это может быть 1, 2, 3 или 4. Если же у вас больше спутников, соответственно, используете пункт DISIC 1.1, который позволяет подключить уже до 16 спутников. В моем случае у меня используется позиционер, тарелка с мотором, соответственно режим USAUS. Если мы нажмем, выставлены широта и долгота, и далее сохранены эти данные, тарелка развернута, и мы видим, что сигнал принимается. В случае, когда у вас одна головка LNB, здесь вы запрещаете и DISIC 1.0, и DISIC 1.1, и позиционер ставите в положение «выключено», и у вас должен быть сигнал. 0,12 вольт данный параметр можно выключить, поляризация в режиме автомат, и питание LNB обязательно должно быть включено. Если питание LNB будет выключено, соответственно, вы не сможете принять ни один канал. Для сканирования каналов мы можем нажать красную кнопку на пульте управления, и у нас будет отсканирован весь спутник, на который у нас настроено. Нажали красную кнопку. Режим сканирования. Здесь может быть вариант или сканирование только открытых каналов, или же сканирование всех каналов. Я оставляю открытые каналы. Далее мы можем выставить, или это будет сканирование и телевизионных, и радиоканалов, или только телевизионных каналов, или только радиоканалов.
в зависимости от того, что вы хотите смотреть или слушать. И режим сканирования. Ручной режим, слепое сканирование, то есть тщательный перебор частот. Сканирование будет длиться немного долго. Ручное сканирование позволяет отсканировать все те транспондеры, которые имеются в системе. Сетевой поиск позволяет найти те транспондеры, которые в вашем списке транспондеров не присутствуют, если данный параметр установлен в положение ON. И далее нажимаем ОК, и будет произведено сканирование каналов. Ну вот мы видим, что уже начали сканироваться каналы. Данную процедуру я не буду просматривать всю. Каналы отсканированы. Далее нажимаем клавишу меню на пульте управления и сохраняются данные, которые мы только что отсканировали. Для изменения спутника, если необходимо изменить спутник и произвести сканирование на другом спутнике, выбираем другой спутник, аналогично выставляем тип LNB, выставляем транспондер, параметры DISIC и можем приступать к сканированию каналов. Также можно отсканировать канал по одному транспондеру. При нажатии на зеленую кнопку на пульте управления выходит меню. Аналогично, здесь мы можем выбрать сканирование только открытых каналов или же всех каналов, телевизионные или радио, режим сканирования. Далее нажимаем ОК, и в моем случае тарелка должна переместиться в нужное направление, и далее будет произведено сканирование каналов. Мы видим, что найдено 3 канала было, и видим качество и уровень каналов. Также имеется режим редактирования транспондера. Встали на транспондер, нажали желтую кнопку на пульте управления, и здесь мы можем уже выбрать ту частоту, которую нам необходимо. Вводим на пульте управления необходимую нам частоту, символьную скорость. Если транспондер существует, система об этом сообщит и перейдет непосредственно на этот транспондер. Если же его нет, то он будет добавлен в наши транспондеры. Также имеется возможность слепого сканирования. При нажатии на белую кнопку на пульте управления сразу переходим в режим слепого сканирования. То есть будут довольно тщательно отсканированы все частоты на этом спутнике. Ну, не будем мы этого ждать, немного длительная процедура. Теперь давайте выйдем отсюда, нажимая кнопку меню на пульте управления. Таким образом мы произвели сканирование каналов. Далее выходим из этого меню, и для того, чтобы упорядочить каналы, имеется пункт сервис. Здесь у нас можно или работать с фаворитными каналами, используя группы фаворитных каналов, перемещая, удаляя каналы. И также можно упорядочить каналы, которые у нас имеются. Здесь мы видим, что у нас пункт «Все спутники». Для того, чтобы выбрать какой-то определенный спутник, нажимаем красную кнопку на пульте управления, попадаем в пункт «Спутники». Здесь мы выбираем тот спутник, который нам необходим, нажимаем «Ок». И далее мы можем работать уже с этим спутником. Выбираем каналы, которые мы хотим или удалить, или переместить, или пропустить. Нажимаем ОК на пульте управления и видим, что каналы помечаются. Далее нажимаем на пульте управления стрелку вправо и выбираем действие, которое мы можем совершить с этой группой каналов. Переместить каналы, нажали ОК и ведем стрелкой вниз или стрелкой вверх эти каналы на то место, куда мы их хотели бы переместить. И далее нажимаем ОК, каналы перемещены. Также мы можем удалить эту группу каналов или другую, или один канал. Выбираем каналы. После выбора каналов нажимаем стрелку вправо на пульте управления и можем выбрать или пункт замок. Все каналы у нас будут под замком. Все каналы, которые мы выбрали, будут под замком. Для того, чтобы просматривать данный канал, необходимо будет ввести пароль. Пароль по умолчанию 4.0. Если мы ошибочно нажали замок, убрать его можно таким же образом. Выбрали канал с замком, встали на пункт замок, нажали замок, но при этом вам необходимо будет ввести пароль. Пароль по умолчанию 4.0. Видим, что замок убран. Также можем удалить данные каналы, встав на пункт удаления. Нажимаем ОК, каналы удалены. Также имеется пункт переименования.
Встаем на определенный канал, встали далее на пункт переименования и выбираем то название, которое нас больше устраивает. И пропуск каналов. Данный пункт позволяет пропустить при просмотре эти каналы. Для того, чтобы убрать эту отметку, также выбираем эти каналы и еще раз встаем на пункт пропуска. Каналы убраны. Дополнительно имеется опция зеленая, кнопка на пульте управления. Это выбор всех каналов и действия с этими каналами. И также можно не выбирать эти каналы. Кроме этого имеется возможность выбрать каналы определенного транспондера. Они будут выделены. И также можно производить действия с этими каналами. Кроме этого, в пункте упорядочивания каналов имеется возможность поиска каналов. При нажатии на значок поиска на пульте управления мы можем выбрать определенный канал, если мы знаем его название, или это 2 буквы даже будет, у нас сразу показывается список каналов. Далее мы встаем на пункт ОК, нажимаем ОК, и этот канал вот у нас перед глазами. Мы можем выполнить любую операцию с этим каналом. Перемещение, удаление и другие действия. Далее нажимаем меню, сохраняем. Наши изменения будут сохранены. Давайте еще раз зайдем в пункт установок. Перейдем в пункт установки сети. Здесь у нас только одна возможность установки USB Wi-Fi. Для того, чтобы подключиться к сети, необходимо иметь USB Wi-Fi. Подключаем USB Wi-Fi. Подключили, на экране у нас информация, что USB Wi-Fi подключен. Если у вас не будет такого сообщения на экране, это будет говорить о том, что ваш USB Wi-Fi не подходит для этого ресивера. Нажимаем красную кнопку на пульте управления, и перед нами список сетей, к которым мы можем подключиться. Выбираем нашу сеть, в данном случае вот она. Нажимаем ОК. Пароль у меня уже указан здесь, введен. Вам необходимо будет ввести пароль. Нажатием на пароль вводим данные. Далее выходим. Встаем на пункт подключения, нажимаем ОК. Идет подключение. И после успешного подключения написано, что подключено. Теперь мы можем нажать кнопку меню. Вышли, видим, что мы подключены к сети. И далее можем уже рассматривать наши приложения для работы с интернетом. Надо отметить, что из приложений здесь рабочее в настоящий момент только приложение RSS Reader. Оно работает, можно добавлять каналы, можно читать новости RSS. YouTube не работает. Показываются картинки, но при нажатии на просмотра у меня не получалось. Ошибка загрузки. Возможно, это будет устранено в последующих версиях, но в настоящий момент YouTube не работает. Погода в этой версии работает. У меня получилось добавить город. Нажимаем зеленую клавишу на пульте управления. Вводим название города, прогноз на который мы хотели бы видеть. Далее ОК. И видим, что у нас прогноз погоды на тот город, который мы хотим видеть. То есть в этой версии прогноз погоды работает. Данный ресивер мне понравился, стабильно работает. Также имеется возможность работы с мотором. Довольно точно он позиционируется. Удручает только то, что не работает просмотр YouTube каналов. Вот такой ресивер Amico Ella. Всего доброго, удачи и до связи.